Всем привет! Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои картины и истории. А сегодня моя прекрасная Люся отправилась на болото собирать морожку. Это северная ягода, похожая на малину. В спелом виде она желто-оранжевого цвета. Она красивая, вкусная и полезная. Настоящий золотой клад северной природы. Люся встала пораньше и в предвкушении дня, который она проведет в лесу на свежем воздухе и в тишине. На цыпочках, чтобы не разбудить домашних, приготовила с собой бутерброды и термос с горячим чаем. За окном только-только начало светать. Она прыгнула в машину вместе с собаками и поехала навстречу единению с природой. Она думала о том, как хорошо сбежать от городской суеты, от бесконечных уведомлений и звонков, от этой гонки, в которой мы все живем. Солнце еще только встает, на улице зябко, лежит утренняя роса, но скоро первые теплые лучи высушат траву, и воздух станет приятно прохладным. Можно будет долго ходить по лесу, собирая ягоды, переходя от кочки к кочке, наслаждаясь лесным воздухом и иногда ловя себя на мысли, что думаешь о чем-то. Это как механическая работа, которую ты делаешь, не замечая, так и мысли в лесу живут сами по себе отдельно от тебя. О чем же думает Люся, склонившись над кустиками морожки? Она вспоминает детство, как бабушка учила ее различать спелые ягоды от неспелых, как говорила: «Смотри, Люся, эта ягода красноватая, недозрелая, мы положим ее на дно. А это уже совсем оранжевая, а значит спелая и сладкая, ее лучше положить наверх, чтобы не смялась». Люся улыбается этим воспоминаниям, и одновременно глаза становятся мокрыми. Бабушка теперь живет только в воспоминаниях, и нет возможности ее обнять и почувствовать тепло ее мягких рук. Это мимолетная ностальгия, слеза не должна скатиться, жизнь продолжается, и мы будем жить дальше. Люся думает о том, как мало нужно человеку для счастья: просто тишина, свежий воздух, теплое солнце и ощущение, что ты на своем месте. Она думает о том, как быстро бежит время в городе, где каждая минута расписана по секундам. А сейчас ее мысли текут медленно. Здесь, на болоте, время словно застывает в янтарной россыпи. Природа никуда не спешит. Она существует по своим законам уже тысячи лет, и все цветет и созревает именно тогда, когда нужно. Эта мысль успокаивает Люсю, напоминая, что не все задачи требуют немедленного решения прямо сейчас. Можно просто быть здесь, чувствуя под ногами упругий мох и слушая шелест ветра. В этом замедленном ритме она находит ответы на вопросы, которые казались неразрешимыми в городской суете. Она осознает, что среди этой первозданной природы все проблемы кажутся такими маленькими, незначительными. Люся думает о том, что нужно чаще приезжать сюда, черпать силы у этой земли, у этого неба, у этих переживших не одно поколение деревьев. Это приятное одиночество, когда ты наедине с собой, со своими мыслями, и когда никто не отвлекает, не требует твоего внимания. Мне немного тревожно, что она здесь одна, пусть даже и с двумя собаками, но давайте представим, что за пределами картины есть еще пара ягодников, и уже не так страшно. А собаки? Собаки носятся по лесу, это их стихия. Они счастливы так, как только могут быть счастливы собаки, абсолютной, безоговорочной радостью от самого факта существования. Старший пес Джек, верный охранник, то и дело возвращается к Люси, внимательно смотрит ей в глаза, проверяя, все ли в порядке. Его мысли простые и ясны. Хозяйка здесь, значит все хорошо. Нужно проверить территорию, убедиться, что нет опасности. Он обходит окрестности широким кругом, принюхивается к каждому новому запаху, исследует каждую кочку. Молодой пес Рем, еще полон энергии и любопытства, носится, пытаясь поймать бабочку, и его мысли – это чистый восторг. Как здесь здорово! Сколько запахов! Сколько интересного! Можно бегать, прыгать, исследовать. Иногда он подбегает к Люсе, тыкается мокрым носом в руку, заглядывая в глаза. «Хозяйка, смотри, как быстро я бегаю! Я молодец!» Люся ласково гладит его, и он снова носится вдаль, полный новых сил.
Первые ягоды падают на дно ведра, и кажется, нужна вечность, чтобы они покрыли его. В каждой ягодке солнце целого короткого лета, которое так щедро дарит нам эти драгоценные оранжевые бусины. Руки медленно перебирают веточки, находят ягоды, аккуратно срывают их, и ты уже не замечаешь, как ведро становится полным. Время теряет свое значение. Вот уже и солнце подходит к закату. Пора возвращаться домой. Небо переливается серым и оранжевым. На горизонте просвечивает лес через болотную дымку. Россыпи морожки под ногами светятся в последнем свете уходящего дня, как маленькие фонарики, освещающие путь. Редкие деревья, выжившие на болоте, неестественно изогнуты. Их корни уходят глубоко в торф, цепляются за жизнь. Их ветви тянутся к небу, моля о силе выстоять в очередную суровую зиму, когда ледяные ветра будут беспощадно хлестать их. Они просят света, которого не хватает в низине, скрытой пеленой тумана. Они молят о том, чтобы их немое свидетельство жизни на этом болоте было кем-то замечено и сохранено в памяти. Это молитва о вечности, и их искривленные силуэты останутся частью этого пейзажа еще на сотни лет. И следующие поколения увидят в их изгибах застывшее понимание того, что даже в самых суровых условиях жизнь находит способ продолжаться. По дороге домой Люся чувствует приятную усталость во всем теле. Спина немного ноет от долгого наклона, ноги гудят после ходьбы по кочкам, но душа поет. Собаки, в волю нарезвившись, спят на заднем сиденье. Они тоже устали, но довольны. В машине пахнет ягодами, лесом и собачьей шерстью. Впереди еще много работы. Люся уже видит, как при мягком свете лампы будет сидеть на кухне, перебирая ягоды, а собаки будут дремать у ее ног, время от времени открывая один глаз, чтобы проверить, все ли в порядке. Она представляет, как будет варить варенье, как дом наполнится сладким ароматом, как зимой, открыв баночку, она снова почувствует это лето, этот лес и эту тишину. Чтобы это чувство не растворилось в жизненной суете, я сохранила этот день на листе акварельной бумаги. Теперь это мгновение существует не только в памяти, и оно уже не исчезнет бесследно. Мне бы хотелось, чтобы вы почувствовали этот прохладный ветерок и запах северного леса. Я хочу поделиться этим тихим счастьем с вами. Каждая собранная ягода – это не просто урожай, а важная часть будущего творческого процесса. В этой картине, как мне кажется, моя многослойность становится узнаваемой. Нижние оттенки мягко просвечивают сквозь верхние, создавая эффект внутреннего свечения и глубины пространства. Эта легкая дымка наполняет воздух объемом, приглашая зрителя заглянуть вдаль. Здесь нет резких границ, только плавные переходы, похожие на сами воспоминания, которые со временем становятся немного туманными, но от этого еще более ценными. Мне кажется, что мне удалось передать ощущение тишины, облачного света и той особой меланхолии северного пейзажа. Надеюсь, оно останется с вами после просмотра. Так картина обретает душу, становясь больше, чем просто изображение девушки с собаками на болоте. Мне очень нравится эта картина. А вам? Что вы чувствуете, глядя на нее? Может, она пробудила в вас воспоминания о похожих походах по грибы и ягоды? Или, может быть, вам только захотелось отправиться в лес, вдохнуть полной грудью этот воздух, почувствовать под ногами мягкий мох? А есть ли здесь те, кому знакомо это чувство, когда встаешь ни свет ни заря, едешь куда-то часа два-три, потом целый день ходишь по лесу, собирая ягоды и грибы, приезжаешь домой, не чувствуя тела от усталости, и говоришь, как классно мы сегодня отдохнули. Ставьте лайки, если картина отозвалась в вашем сердце. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые работы и истории. Всем пока, до новых встреч!